Сегодня в программе «Особенности выживания в следственных изоляторах России». В Бутырской тюрьме происходят очень странные вещи, а может быть обычные для любой другой тюрьмы в России. Ужас ситуации в том, что у нас в стране невиновные люди содержатся вот именно в таких условиях. Что такое лечение строгого режима? Попал он туда здоровым человеком, это было в ноябре 2008 года, но к лету он стал себя чувствовать плохо. А от услуг врачей следственного изолятора он отказался еще после того, как ему какую-то непонятную таблетку дали в Лефортово, после которой он себя не очень хорошо чувствовал. Почему юрист Сергей Магнитский не дожил до приговора, находясь в тюрьме? Ему никто не оказал той помощи, которую должен был оказать. События прошедшей недели в Москве дали повод ведущим СМИ снова заговорить о катастрофическом положении с правами заключенных и подследственных в России. Новость о том, что Конституционный суд решил отменить смертную казнь в нашей стране, пришла позднее другой, более обсуждаемой и трагичной. В понедельник в медчасти СИЗО «Матросская тишина» скончался заключенный. До приговора суда им был Сергей Магнитский, юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, арестованный по делу о налоговых нарушениях российскими спецслужбами. Его тюремный дневник с описаниями условий содержания активно цитируется блогерами. Из этого дневника следует, что Сергей Магнитский поступил в СИЗО здоровым человеком, но там его состояние резко ухудшилось, и на протяжении нескольких месяцев ему не была оказана необходимая медицинская помощь и обследование. И вот все случившееся невольно начинает восприниматься многими как своего рода узаконенная смертная казнь до суда и приговора. Все, кто в последние дни говорят об этом, вспоминают и историю ЮКОСа, и историю Василия Алексаняна, который также тяжело заболел в СИЗО и фактически стал заложником в играх следствия. Сегодня в студии пресс-центра Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева, и Дмитрий Харитонов, защитник погибшего Сергея Магнитского. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем задать первый вопрос, скажу, что Дмитрий Харитонов приехал к нам прямо с церемонии похорон. Спасибо, что, несмотря на обстоятельства, вы смогли к нам прийти. Известна ли вам причина смерти вашего подзащитного? То, что написано в справке о смерти, в свидетельстве о смерти, это сердечно-сосудистая недостаточность. Судя по сообщениям СМИ, вы направили в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела на администрацию тюрьмы и на следователя. Известно что-то о каких-то результатах проверок? В Следственный комитет прокуратуры я подал заявление. Что происходит сейчас, мне неизвестно, и пока никаких обращений из Следственного комитета прокуратуры не было. Дополнительно мы попросили изъять все документы в рамках проверки доследственной, все документы, связанные с болезнью Сергея, его нахождением в медицинском отделении Бутырской тюрьмы, а также его личное дело арестованного, для того, чтобы было понятно, какие заявления он писал и как на них реагировала администрация. Пользователи интернета, то, что они могут видеть в интернете сейчас, ходатайства и записки вашего подзащитного, мы обязаны вам в защите, то есть реально можно видеть по каждому дню, что происходило в тюрьме и как реагировала администрация на все просьбы. То, что все называют записками, это на самом деле материалы, которые Сергей готовил в большей степени для меня и для того, чтобы мы дополняли жалобу, которая подана в Европейский суд, о тех условиях, в которых он содержится. Причем в Бутырской тюрьме происходят очень странные вещи, а может быть обычные для любой другой тюрьмы в России. Заявление, которое подает арестованный, никаким образом не фиксируется. И для того, чтобы хоть каким-то образом потом доказать, что они были, Сережа делал копии, писал их от руки и передавал мне. Платон Лебедев также писал заявление о том, что ему не предоставлялось нужное обследование, это еще в 2004 году, и лечение в СИЗО. Дело в том, что у нас были попытки тогда еще добиться независимого медицинского обследования Платона Леонидовича. Нам раз за разом в этом было отказано, и в итоге, в общем-то, Платон Леонидович решил, что больше мы не будем этим заниматься, это его было решение.
А от услуг врачей следственного изолятора он отказался еще после того, как ему какую-то непонятную таблетку дали в Лефортово, после которой он себя не очень хорошо чувствовал. Вы знаете, вот у нас ситуация, наверное, несколько другая, чем у моей коллеги. Дело в том, что мы не обращались и не просили провести независимого какого-то обследования. Те нарушения в деятельности внутренних органов, которые были выявлены у Сережи, они были выявлены в следственном изоляторе номер 1. То есть он попал туда здоровым человеком? Ну, попал он туда здоровым человеком, это было в ноябре 2008 года, но к лету он стал себя чувствовать плохо. Ему сделали УЗИ в первом изоляторе, там, где сейчас находится, я так понимаю, Платон Леонидович. Вот, сделали УЗИ и сказали, что ему нужно лечение и оперативное лечение. До истечения этого месяца его перевели в Бутырскую тюрьму. А в Бутырской тюрьме никаких условий для того, чтобы обследоваться, нет. И поэтому все просьбы и жалобы были обращены прежде всего к руководству изолятора и к следователю, для того, чтобы его просто вывезли и провели где-то медицинское обследование. Любое. В Матросской тишине, в другом месте, где было бы удобно руководству следственного изолятора. Ничего этого сделано не было. Вы последний раз с ним когда связывались? Мы с ним виделись в четверг, 12 числа. У нас был судебный процесс в московском, не в московском, а в Тверском районном суде. Было очередное продление срока содержания под стражей. Они должны были продлить срок на 11 дней для того, чтобы достичь предельного срока содержания под стражей. И я думаю, что вот этот день, он во многом стал определяющим вообще для дальнейших событий, потому что всегда и все судьи в Тверском суде относились к этому делу, наверное, одни относятся так ко всем делам, абсолютно безразлично, а здесь, вот, понимаете, это был просто какая-то квинтэссенция всех нарушений, которые только можно было, и абсолютного безразличия к судьбе человека. Процесс назначили на 11, мы приехали в 11, ни прокурора, ни следователя не было. Угу. Материалы при этом представили еще 3 октября, мы подготовились, написали возражения письменные, мы были готовы к процессу. В 12 часов появляется следователь, который входит в следственную группу и говорит: ну что вы тут сидите, я вам привез еще материальчик, сейчас почитайте. Мы прочитали этот материал и поняли, что мы к процессу готовились к другому. Судья Сташина, абсолютно не прореагировав никаким образом, сказала, что у вас был целый день, находясь в тюрьме, вы могли общаться со своими адвокатами и готовиться к процессу. Сережа сказал, что он читал эти материалы, но читал их в конвойном помещении. При этом левая рука его была пристегнута наручниками к трубе отопления, а правой он, держа на коленках дело, переворачивал листок. Мы к этому процессу специально готовили справку, просили изолятор, дайте нам справку о состоянии здоровья. Направили заявление начальнику. Несколько раз Сергей лично обращался к докторам, мама приходила к докторам, мы просили, дайте нам эту справку. Справку Сережа нам передал именно в этот день, в четверг, когда он приехал в тюрьму. Это был вот такой листочек бумажки, на котором было что-то напечатано, причем были напечатаны 2 диагноза, один из которых совпадает с тем, который мне сказали в Матросской тишине, когда он умер, обострение панкреатита, именно в стадии обострения. Но эта бумажка была без одной подписи и без печати. Вот просто вот такую бумажку дают в изоляторе и говорят: езжайте с такой бумажкой в суд, вот ваше состояние здоровья. Поэтому вот этот день, я думаю, что этот сильнейший стресс, который Сережа пережил, и я не верю, что причина смерти сердечно-сосудистая недостаточность. Я сегодня разговаривал и с мамой, и с женой, и они мне рассказали, что когда они забирали тело, то на костяшках пальцев Сережи, на обеих руках очень большие ссадины и гематомы. То есть я так думаю, что он просто-напросто калашматил в дверь со страшной силой, чтобы его вывели, но никто, видно, не прореагировал. Я думаю, что Сережина смерть именно произошла из-за этого. Ему никто не оказал той помощи, которую должен был оказать. То есть вот череда всех этих событий привела к этой страшной трагедии.